Глава 12. Дележ наследства. Битва за герцогство Клантона. Весь день просидели с герцогом, планируя наши дальнейшие действия. Я не считал себя глупым человеком, не считал себя таковым и герцог. Поэтому пригласили еще 3 человек, которым герцог доверял. Командующего армией герцога, его заместителя, 2-го по значимости человека в армии, и мага, личного советника герцога. Посвятив приглашенных в свои планы и про гоблинов, вместе прикинули дальнейшее развитие событий. Следуя принятому решению, герцог присоединится к своей армии и выдвинется к главному городу мятежников, а я с гоблинами буду следовать на некотором расстоянии, преимущественно лесами, чтобы раньше времени не раскрыть вспомогательную армию. Герцог дал мне одно из своих ожерелий телепатии, и теперь мы могли поддерживать связь. Около 2 недель провели с магичкой в замке, иногда наведываясь в город. Уже начал терять терпение, как раздался голос гоблина связного с известием, что их силы на подходе. Оставив Дорет в замке смотреть в сенсорный шар, отправился на место сбора гоблинов. Разведчики окружили меня, взяв под прицел луков, когда я зашел в лес. Показав им брусок с надписями, данную мне старым гоблином, попросил отвезти меня в их штаб. Сколько было гоблинов, трудно было понять. Но как гоблины не старались не шуметь, в лесу все равно было шумновато. Наводило на мысль, что их довольно много. На входе в палатку, где заседал штаб гоблинов, меня задержал гоблин, с которым я держал связь. «На, возьми свое ожерелье», – сказал он, протягивая ожерелье телепатии. «Думаешь, оно больше не понадобится?» «Вот именно, что может пригодиться. Но я тоже участвую в битве. Мало ли что со мной может случиться. Вещь дорогая. Чтобы не пропало, если останусь в живых, можешь опять мне его дать. Если нет, отдашь другому. Тебе скажут кому». «Понимаю, это ты правильно подумал. Если сам еще останусь в живых. А ты вождь или что-то типа того?» «Нет, я сын главы одного из нашего клана гоблинов. Вождями могут быть только те, у кого есть подвластные им поселения и гоблины». «Но ты же сказал, что у тебя отец глава клана. Разве он тебе не дал какое-нибудь поселение, или только после его смерти ты получишь земли и гоблинов?» «После смерти моего отца поселения и гоблины отойдут некоторым моим братьям, тем, кого выберут наши гоблины». «Жители сами выбирают себе вождей?» «Да, самых достойных из сыновей главы клана, по их разумению. Причем в каждом поселении могут быть выбраны разные вожди. Какое поселение выберет себе вождя, то такой там и будет. Вождь, у которого соберется больше поселений и гоблинов при разделе наследства, становится следующим главой клана. Менее удачливые родственники становятся подвластными вождями». «Ты сказал, что все отойдет твоим братьям, а за тебя никто голосовать не будет?» «Нет, я из младших сыновей. Как правило, все достается старшим. Да и никаким авторитетом я не располагаю. Так что рассчитывать мне не на что. В свете некоторых событий меня не очень уважают в клане. Может, в битве получится заполучить трофеи. Вернусь к себе, найду себе гоблиншу. Ладно, что-то меня не туда понесло. В общем, при разделе наследства мне не на что рассчитывать. Рассчитывать могу только на свой меч и лук. Скорее всего, следующим главой клана, да и обладателем большинства селений, станет брат Кири». «Он что, великий воин или что?» Гоблин усмехнулся. «Великий или что?» – перефразировал он мою фразу. «Великий популист развернул бурную активность, чтобы клан отдал человеку некую вещь, часть предка, взамен освобожденных пленных, и всячески склонял гоблинов пойти на сговор с этим человеком. А я был против этого». «А ты что предлагал?» «Убить этого человека, пока он находился один на нашей территории, чтобы в дальнейшем он не смог доставить нам неприятностей». «Ну тогда бы и ваших пленных, схваченных после неудачной осады города, перерезали бы». «Пускай. Надо было драться до конца и умереть достойно, а не сдаваться людям. Но с моим мнением семьи пленных были не согласны. А их было много. Ведь именно наш клан с еще одним родственным кланом участвовал в этом мероприятии. Хотя я был против прямого штурма города. Знал, что наших сил для этого мало. Если бы не спешили и договорились хотя бы еще с 2-3 кланами, то все было бы по-другому. Но меня никто не слушал.
Да и планировалось просто опустошить окрестные села и деревни людей. Просто некоторым нашим вождям первоначальные успехи вскружили голову, и они полезли на этот город Канца. А потом еще стали упрекать в том, что я не участвовал в штурме. То, что мне поручили заниматься транспортировкой рабов и трофеев. И я не мог быть в нескольких местах одновременно, никто и слышать не хочет. Так что в этой битве мне надо реабилитироваться в глазах сородичей, а то ни одна гоблинша в мою сторону даже не посмотрит. Скорее всего, тебе придется подыскивать другого связного. Беречь себя я не буду. «Тебя как зовут?» – спросил я гоблина. Яркай. «Ну давай, Яркай, пусть нам повезет. Удачи!» Протянул ему руку. Тот неуверенно ее пожал. Обговорив со штабом гоблинов все детали, связался с герцогом, сказав, что гоблины готовы. Герцог выступил со своей армией. Выступили и мы, следуя за ним по пятам, проходя свой путь преимущественно по лесам. Хотя можно было особо и не прятаться. Население привоенных территорий давно разбежалось, а тех, кто не успел или не хотел, ждала незавидная участь. Солдаты и наемники обеих сторон не церемонились с жителями ничейных территорий, которые переходили из рук в руки. Скелеты, висящие или распятые на деревьях, и сожженные деревни были результатом прогулок армий туда-сюда. Армия герцога штурмом взяла пограничную крепость и направилась к главному городу мятежников, подвластному его брату. Как было раньше, герцог брал город в осаду, и через какое-то время на помощь городу приходил младший брат герцога и откидывал старшего от города. Но теперь была еще и армия гоблинов, которая могла перевесить чашу весов в нашу сторону. Город был осажден. Герцог не торопился его брать, ожидая своего мятежного брата. Я с гоблинами засел в подлеске. Пока все было спокойно. Люди герцога держались вдали от стрел и катапульт города. Город тоже затих, ожидая подкрепления. «Алло, алло!» – раздался голос магички. «Армия повстанцев идет к вам. Они в 3-4 днях пути от вас». «Ага, спасибо», – ответил я. Быстро, однако же, они собрались. Хотя неудивительно, шпионов хватало с обеих сторон. Наверное, младший брат герцога начал собирать своих людей в то же время, как и мы. Связавшись с герцогом, предупредил о подходе армии его брата. Армия младшего брата герцога появилась на 4-е сутки, как и говорила Дорет. Перестроившись в боевой порядок, мятежники выдвинулись к армии герцога, которая встала в оборонительную позицию. Первые начали лучники с магами. Пока они обменивались между собой стрелами и магическими разрядами, вступила в бой конница обеих армий. Конница герцога начала одерживать верх и погнала конницу мятежников, но ее остановили копейщики. Из-за обстрела лучников и магов коннице герцога пришлось отступить. Пришло время пехоты. Пехота повстанцев лязгом врезалась в ряды пехоты герцога. Началась рубка. Бой длился уже около часа. Явных преимуществ не было ни у одной из сторон. Ворота города раскрылись, и оттуда вышел городской гарнизон и кинулся на помощь повстанцам. Армия герцога не контратаковала, стояла в оборонительной позиции, сдерживая мятежников. Теперь пришло время и за нами. Мы ждали, пока из города выйдет подкрепление, чтобы самим вступить в бой. Связавшись с герцогом, предупредил, что гоблины сейчас пойдут в атаку. Пусть предупредит командиров своих подразделений не трогать гоблинов. Вскочив на коня, протрубил вражок. Гоблины, толпой неся флаги герцога и герцогства Клантона, понеслись к сражающимся. Ворота города были раскрыты, но герцог предупредил, чтобы ни одного гоблина не было в городе. Поэтому, игнорируя это, направил гоблинов в тыл армии мятежников. Город закрыл ворота, отрезав путь к отступлению своим защитникам. Лучники и маги, находившиеся позади основных сил, первые полегли под мечами и копьями гоблинов. Конница мятежников пыталась вмешаться и откинуть гоблинов, но они уже были изрядно потрепаны, да и гоблинов было много. Конница увязла в гоблинах, и они стаскивали всадников с их коней. Командующий армией герцога отдал приказ выпускать нашу конницу. Видя, что ей уже никто не помешает, конница ударила во фланг мятежников. В тылу хозяйничали гоблины, расправившись с лучниками, магами и конницей, начали уже беспокоить и вражью пехоту.
Я рубился, особо не вникая в происходящее. Гоблины старались близко ко мне не подходить, поэтому я как бы находился в одиночестве. Этим старались воспользоваться вражеские воины, налетая на меня группами. У меня не было возможности оценить ситуацию, и это ужасно злило. Все затягивалось, да еще кто-то с лошади за ногу меня стащил. Увернувшись от магического разряда, который попал в гоблина у меня за спиной, полоснул по натягивающему свой лук лучнику, разрубив его лук и отрубив часть руки. В щит ударил огненный шар, мимо головы пролетело кинутое сзади ледяное копье. И еще один непонятный, не сулящий ничего хорошего, судя по образовавшейся небольшой воронке рядом со мной, магический разряд. Добежал до этого мага, он только и успел, что как-то по-глупому закрыться руками. Вскочил на лошадь, и вовремя. На меня несся всадник, полетели искры от наших встретившихся друг с другом мечей. Мой конь укусил лошадь всадника. Лошадь противника встала на дыбы, всадник упал на землю. Я не дал ему подняться. Заметил рядом мага, стоявшего спиной ко мне. Он готовился запустить большую переливающуюся синим цветом сферу в группу гоблинов, которая окружила и пыталась скинуть вражеского всадника с коня. Направил коня к нему. Приблизившись на расстояние удара, сверху мечом ударил точно по голове, которая была защищена лишь накинутой на нее капюшоном. Голова лопнула, словно переспелая тыква, разбрызгав во все стороны мозги. Но все же сфера успела улететь. Встретившись с окружившими всадника гоблинами, размазала их, в том числе и попавшему под ее удар всадника с конем. Их ошметки посыпались на других дерущихся. Подскочив, топором ударил по моей ноге вражий лучник, откинув свой бесполезный в ближнем бою лук. Если бы не латный щиток, стал бы инвалидом. С ним сцепился подбежавший гоблин. Хотел ему помочь, но заметил еще нескольких всадников в тяжелых доспехах, топчущих конями гоблинов. Заметили меня и они. Выставив копья, помчались ко мне. Прикрывшись щитом и выставив вперед меч, поскакал навстречу. Копье ударилось об мой щит и разлетелось вдребезги. Всадник со сломанным копьем проскакал дальше, мимо меня, а я же на скорости врезался в другого всадника и перелетел через голову лошади. Лошадь, в которую мы врезались, упала, придавив своего всадника. Третий всадник попытался наехать на меня своей лошадью, пока я пытался подняться. Перекувыркнувшись, выставил перед собой щит. Рывок. Пронесся сквозь них. Секунда, и со щита стали сползать кровавые ошметки. Все, что осталось от всадника с его лошадью. Глазами нашел свою лошадь. В очередной раз вскарабкался на нее. А тем временем всадник, что сломал свое копье об мой щит, развернул своего коня. И что-то крикнув своим рядом находившимся воинам, направился ко мне. За ним побежали солдаты. Кинул в приближавшегося сгусток темной энергии. Темное копье. Рука предательски дернулась, и копье пролетело мимо него. Приняв удары его меча на свой щит, контратаковал в ответ. Всадник также прикрывался щитом. Подбегали вражьи пешие воины. Щитом попытался толкнуть всадника. Тот в ответ также попытался столкнуть меня с лошади. Пока наши щиты уперлись друг в друга, прицелившись, мечом ткнул в шлем в прорезь для глаз. Один из подбежавших солдат копьем ударил в мою лошадь, пока я заканчивал с последним всадником. Еще трое начали колотить по мне, кто топорами, кто мечами. Мой доспех заимел уже несколько вмятин. Все тело ломило. Руки стали как деревянные. Я и так держался на одном адреналине. Самолечение, неуязвимость. Почувствовал себя лучше, некоторое время не ощущая на себе удары, которые сыпались со всех сторон. По очереди расправился с наседавшими пешими воинами. Подбегали еще люди и гоблины, которые по дороге резали друг друга. Моя лошадь, вся исполосованная от ударов, была в ранах, которые не кровоточили. Кто-то в очередной раз пытался стянуть меня с коня. Отпихиваясь ногой, тем временем отражал и наносил удары вражеским конникам. Так как я был единственный в этой части битвы конным воином, гоблины все были пешими, то вражьи всадники, которых отвели в тыл после их неудачного выступления, слетались на меня как пчелы на мед. Только и успевал прикрываться от копий и прилетающих время от времени стрел и магических разрядов. Складывалось впечатление, что один воюю. Кому-то все-таки удалось спихнуть меня с лошади, и я уже воевал пешим. Гоблинов, стоя на земле, не было видно. Кругом были враги. Лошадь единственная, кто прикрывал мой тыл. Взобраться на нее не было возможности. Черт бы побрал этих гоблинов.
Так-то они пекутся о своем союзнике. Наверное, думаю, что эту демону ничего не будет. Меня окружили несколько конников. Они попытались меня задавить, но кругом были трупы. Разогнаться им не было места. Убивая их лошадей и изворачиваясь от копий, расправлялся на земле с лишившимися своих коней всадниками. Чертовски устал. Сил держать щит и меч уже не было. Уронив щит, двумя руками держал меч, отражая и нанося им удары. Если бы не доспех, который ускоренно восстанавливал запас моей энергии, уже давно рухнул бы без сил. Но всему есть предел. Уставал быстрее, чем пополнялся запас моих сил. Ударив по очередному оппоненту по нетренировочному спаррингу, потерял меч. Он просто вылетел из моих уставших рук. Повис на противнике, не давая ему размахивать мечом. Тот, выхватив кинжал, пытался ткнуть им в меня. Так мы и боролись. Он пытался ударить меня оружием, а я держал его руки, чтобы он не ударил меня мечом или кинжалом. Поскользнувшись, потянул за собой противника. Уже валяясь на земле в обнимку, продолжали бороться. Но он пытался достать меня кинжалом, а я всячески этому препятствовал. Поборолись еще какое-то время. По молчаливому согласию расползлись в разные стороны. Отполз от противника на некоторое расстояние. Лежал на спине, судорожно глотал воздух. Хотел сорвать с себя шлем, но чувство самосохранения не позволило это сделать. И ужасно хотелось пить. Кое-как поднялся на ноги, огляделся. Рядом никого, кроме трупов, не было. Меня оттеснили от гоблинов и от основного сражения. Или же фронт сражения передвинулся. Подошел к своей лошади, которая жадно пожирала чью-то убитую лошадь. Попытался вскочить на нее и не смог, не было сил. Еще какое-то время постоял, уткнувшись головой в бок лошади. Вспомнил про свой меч, начал его искать среди трупов. Меч никак не хотел находиться. Лошадь дернулась, подошла куда-то и уставилась на меня. Подошел к ней. Под ее копытами лежал пропавший меч. Кое-как взобрался на лошадь. Попытался оценить ситуацию. Краем глаза зацепившись за противника, который тоже, отдышавшись, поднялся на ноги и внимательно следил за моими действиями. Окинув еще раз поле битвы, увидел штандарт герцога. Направил коня туда. Сражение уже затихало, только кто победил. Подскакав к штабу герцога, увидел того в окружении своих телохранителей. Перед ним на коленях стоял молодой человек, весь в грязи. Герцог, собственноручно пронзив его мечом, приказал отрубить тому голову и показать ее всем. Выполнив приказ герцога, насадив голову на пику, верхом на коне повезли ее по всему полю боя. Сражающиеся мятежники, завидев ее, бросали оружие. По полю пошел слух, что младший сын покойного герцога убит. Под вечер все живые повстанцы сложили оружие. Затем голову подвезли к городским воротам. Ворота города раскрылись, и оттуда вышли представители города. Я им не завидовал. Их лорд был мертв. Гарнизона тоже уже не было. Ничего и никто не могли им помочь. Войска герцога вошли в город. Гоблинам было запрещено входить в город. За ними осталось поле боя и мертвецы. Гоблины начали с усердием их обдирать. Оставив гоблинов и лошадь самих по себе, направился в город, ища герцога. Набрел на городскую ратушу. «Могу вас поздравить, ваша светлость. Теперь вы полноценный герцог», – произнес я, завидев герцога, который сидел в зале в окружении своей свиты и представителей горожан. «Да, теперь то, что мое по праву, стало моим. Осталось еще парочка замков и областей с городами, но они уже не представляют опасность. Скоро направят своих представителей, чтобы меня задобрить». «Не забывайте про договоренность с нашими союзниками», – напомнил я. «Да, я помню», – произнес герцог. «Они ведь нам еще понадобятся в дальнейшем», – многозначительно добавил он. «Это хорошо, что вы понимаете это», – произнес я, смотря на герцога.